Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание энергетическим вампирам. Поговорим о том, какие они бывают, как их отличить и на какие моменты обязательно стоит обратить внимание каждому, кто смотрит это видео. Далее все более подробно в этом видео. Обязательно просмотрите это видео, друзья, от начала до конца. Вы знаете, на разных жизненных этапах мы встречаем людей, и одни для нас становятся очень близкими, хорошими друзьями, кто-то знакомыми, а третьи просто проходят возле нас в какой-то момент, в какой-то определенной ситуации. И, конечно же, вы каждый знаете о том, что есть люди с более сильной энергетикой, есть с более слабой. А есть люди, которые имеют особый вид энергетики и благодаря ней способны отбирать энергию у людей, которые их окружают. Такие люди называются энергетическими вампирами. Когда вы слышите слово «вампир», вам трудно даже представить, что такие люди существуют на самом деле. Ведь вы не видите острых клыков, ногтей, того, что, попадая на солнце, такой человек просто испаряется. На самом деле это просто ассоциации, также представления, которое вы вырисовываете в своем воображении или видите в фильмах. В вашем окружении есть такие люди, и со многими из них вы встречаетесь, возможно, даже каждый день, так как они могут быть среди ваших соседей, сотрудников, близких друзей или просто окружающих, таких как продавец в магазине, управляющий домом и так далее. Вы при общении с ними никогда бы не могли подумать, что они являются энергетическими вампирами. Бывает такое, что пообщавшись с энергетическим вампиром, вы ощущаете легкое недомогание. У вас резко может пропасть настроение, вам захочется даже расплакаться, посидеть или вообще заснуть. А бывает и такое, что после общения с определенным человеком у вас в жизни начинаются определенные проблемы. Как только он спросит, как у вас дела, у вас тотчас же все переворачивается с ног на голову. Также, как только вы что-то рассказываете такому человеку, все начинает абсолютно идти по другому сценарию и совсем не так, как вы думали и изначально планировали. Так получается из-за того, что есть два вида энергетических вампиров. Те, которые не хотят приносить вам вред и делают это не специально. И есть те, которые стараются сделать так, чтобы у вас начались неприятности, ведь им становится хорошо и комфортно в тот момент, когда вас преследуют проблемы и неприятности. В те моменты, когда вы все это переживаете, ваше энергетическое поле ослабевает, и у вас в этот период легко отобрать положительные энергии. Энергетическим вампиром можно и родиться, а возможно стать на определенном жизненном этапе. Те энергетические вампиры, которые не хотят причинять вам вред, они при общении с вами всячески пытаются удерживать силу своей энергетики, отчего потом сами чувствуют себя плохо. Но этот порыв настолько сильный, что им не всегда это удается, и они сильно даже расстраиваются, когда у вас из-за них ухудшается настроение или вы себя начинаете неважно чувствовать. Если вы со временем перестанете с ними общаться, они очень тяжело будут переживать этот момент. Такой вид вампиров из-за того, что они ощущают, что могут приносить вам вред. Они стараются компенсировать свои действия и начинают помогать всем, кто в этом нуждается. Они очень добрые, любят проводить время в компаниях, но часто они остаются одиноки, так как на энергетическом уровне многие отказываются от общения с ними, так как ощущают вред, который они приносят. Энергетические вампиры, которые приносят вред специально, знаете, они очень опасны, так как они всегда чувствуют момент, когда вам грустно, когда вам плохо в душе, когда вам тяжело. И делают это ваше состояние еще хуже.
В этот период они отбирают все нужные для вас энергии. Возле вас остается один негатив, который притягивает к себе еще больше негатив и меняет вашу жизнь в не лучшую сторону. Также вы можете стать подвержены чужому влиянию. Вас легко станет даже сглазить, и вы будете не защищены от порчи и других сильных негативных посылов. И это все в результате полностью разрушит ваше энергетическое поле, и восстановить его уже будет, к сожалению, невозможно. Обычно энергетические вампиры постоянно специально ввязываются в скандалы, распускают сплетни, плетут интриги, любят врать, так как все эти действия окружают людей негативом. А они в этот момент спокойно отбирают хорошие энергии, подпитывая ними свое биополе, и становятся благодаря этому только еще сильнее. Вы можете наблюдать такую ситуацию, что ваш самый спокойный сотрудник или близкий человек, который никогда ни с кем не вступал в конфликты, при встрече с каким-то определенным человеком теряет равновесие и ввязывается в скандал. Это воздействие энергетического вампира, так как он способен любого человека вывести из себя. Такие люди любят находиться в местах, где большое скопление людей. Особенно, когда там происходят конфликты, происходит выяснение отношений. Они могут специально к этому даже вас подтолкнуть, чтобы еще больше все это раздуть. Могут даже потолкаться таким физическим контактом, они могут передать вам свое плохое самочувствие или даже, возможно, болезнь. Часто вампиры стараются унизить кого-то из своего окружения. Ведь в такой момент, когда человек обижается, нервничает, расстраивается, у него понижается самооценка, а вампир в этот момент, показывая свое превосходство над данным человеком, будет притягивать к себе нужные энергии. Наблюдая за своим окружением, не раз можно было увидеть, как у данного человека плохое настроение. Он жалеется на то, что вся жизнь наполнена проблемами. Он сидит грустный со слезами на глазах. Затем специально провоцирует скандал, и ни с того ни с сего его самочувствие и настроение сразу улучшается. Вы знаете, это происходит от того, что ему нужна была ваша энергетическая подпитка, и он ее нашел в лице того, с кем он ругался. Энергетические вампиры не признают, что кто-то для кого-то может быть важнее его. Это касается и первого, и второго вида вампиров. Также из энергетических вампиров часто получаются тираны, альфонсы, потребители. Они привыкли, что все должно быть только для них, что они лучше всех и их мнение важно, а остальные мнения не имеют значения. Такие люди не знают, что такое жалость, и когда-то одна моя знакомая говорила о таком типе людей, что энергетические вампиры похожи на людей в тот момент, когда они плачут. Как только они получают желаемое, вновь показывают свою истинную сущность. Если вы присмотритесь, увидите, насколько это описание к ним подходит. Потому что они будут навязывать свои идеи. Они хотят, чтобы все плясали под их дудочку. Но когда на данный человек отказывается, они начинают злиться. Они начинают демонстративно обижаться и даже начинают упрекать в этот момент всех, что только могут вспомнить. Так они будут пытаться ослабить биополе данного человека и отобрать то, что им будет нужно на этом этапе. Вы знаете, энергетические вампиры также расшатывают постоянно ситуацию вокруг себя. Часто они даже специально распускают сплетни о себе и ждут, когда близкие друзья перед кем-то начнут за них заступаться. Играя роль жертвы, они будут с удовольствием за этим наблюдать. Когда люди начнут ругаться между собой, и тогда будет происходить энергетический всплеск, который нужен для подпитки энергетического вампира. Когда все успокоится, энергетическому вампиру даже станет скучно. Он может даже перестать после случившегося с вами общаться. Сделать вас виноватым в данной ситуации и пойти искать себе новых жертв, где сможет раскручивать новые интриги, потому что ваше энергетическое поле будет уже слабое и ему просто неподходящее.
И вообще не стоит вообще в жизни обращать внимание на какие-либо слухи, которые вам передают. Это не должно вас волновать. Если кто-то посчитает нужным, то он скажет вам в лицо. Нет, значит это не важно, и растрачивать, вот здесь очень важно, друзья, свою энергию не стоит. Придерживаясь этого правила, вы во многих случаях сможете уберечься от многих неприятностей и проблем в жизни. Энергетические вампиры специально иногда создают такие ситуации, так как готовят ваш энергетический всплеск для того, чтобы в этот момент лишить вас положительных энергий. Если в вашем окружении есть человек, который пытается постоянно вами манипулировать, так и знайте, это энергетический вампир, и держитесь, пожалуйста, от него подальше, даже если вы и дорожите этим человеком. Очень часто такие люди специально вступают в отношения, не ценя человека, и делают все для того, чтобы покорить его волю, и таким образом, как бы страшно это ни звучало, взращивает себе раба. А когда им надоедают услуги, бросают и создаются новые отношения. Вы знаете, энергетический вампир, к сожалению, живет по такому принципу, что чем хуже окружающим, тем лучше ему и удачнее складывается его жизнь. Но иногда бывает и так, что любой человек в определенной ситуации может забрать у другого человека положительную энергетику, подпитавшей ней свое биополе, даже не осознав, что он сделал и что в этот момент причинил другому человеку вред. Так может произойти в тот момент, когда ваше энергетическое поле поддалось чужому влиянию, а вы, не зная этого, не укрепили его. Поэтому очень важно вовремя проводить энергетическую чистку, равнять и укреплять свое биополе. Ведь от этого напрямую зависит, насколько вы будете подвержены чужому влиянию и что в результате притянется в вашу жизнь. Проблемы или приятные жизненные ситуации. Если вы почувствовали какое-то недомогание, сразу выйдите на улицу. Выйдите на солнышко, присядьте и левую руку обязательно поднимите вверх, а вот правой дотроньтесь к земле. При этом проговаривайте следующие важные, сильные слова. Энергетический обмен осуществляю, сильные энергии солнца принимаю, поврежденные свои в землю отдаю и обратно их не приму. Затем поднимитесь, потянитесь трижды и глубоко вдохните. Как только вы проделаете это действие, сразу вы сможете ощутить силу, и ваше самочувствие улучшится. Вы не позволите никому повлиять на вас и быстро избавитесь от любого негатива. Так убрать негатив получится, если человек не хотел причинить вам вред или сделал, как вариант, это неосознанно. А вот если энергетический вампир постарался и приложил свою силу, то, конечно же, быстро убрать такой негатив не получится. Вы это почувствуете, так как после проделанного через время вы вновь почувствуете усталость и опустошенность. В таком случае по приходу домой нужно обратиться к ритуалам, которые передавались нам от наших предков и помогут вам в вашей ситуации. Помните, пускать на самотек нельзя, так как ваше биополе, упустив момент, восстановив, будет практически невозможно. И проведя ритуал, не забудьте выставить защиту, которая оградит вас в дальнейшем от каких-либо неприятностей. Также, пожалуйста, и не бойтесь влияния энергетического вампира, потому что у них тоже есть свои определенные слабости. Внимательно присматривайтесь всегда к своему окружению. Если вам с кем-то некомфортно общаться, прекращайте это делать. Не давайте командовать собой, потому что втягивать в различные неприятные ситуации и конфликты, и таким образом вы сможете все контролировать. Только нужно собраться вам с мыслями. Ни в коем случае не бойтесь ничего. Помните, если в вашей жизни произошла такая ситуация, значит вы должны ее проработать. И не забывайте обязательно периодически проводить чистку своего биополя и выставлять различные защиты. Поэтому, если вы чувствуете, вы понимаете, что в вашем окружении есть энергетический вампир, будьте внимательны и осторожны.
Друзья, мы надеемся, что это видео было вам полезно, поэтому обязательно заходите на наш канал. У нас на канале канал Эзотерика для тебя, очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо еще ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно и полезно. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.